Здравствуйте, коллеги. Хотел вам рассказать про наш новый механизм, который называется процедурное автосогласование. Эта штука придумана для механизма регламента документов, механизм регламента документов позволяет настраивать произвольные маршруты согласования и визирования документов и управлять статусами этого документа в процессе согласования. Собственно, появилась задача, чтобы можно было, то есть вот как выглядит схема, например, визирования, да? У нас есть какие-то точки, да, мы можем точки куда-то еще делегировать, и появилась задача, чтобы можно было автоматизировать какие-то, условия, при которых этап согласования будет автоматически проставлен визой, например, на доработку с каким-то комментарием или согласован. Для этого придуман механизм, который называется автовизирование. То есть мы на определенной точке маршрута можем открыть настройку. Настройка выполняется при помощи мастера процедур. Это такой механизм, который позволяет задавать такие пользовательские процедуры несложные. Да? К примеру, вот как здесь задано. Если, здесь открывается справочник условий. То есть, например, о чем это говорит? Что у нас есть документ, заявка на платеж. Его вернули на доработку. Если есть архивная копия документа, да, то есть архив, да, называется, и когда повторно этот же документ отправляется на повторное согласование после возврата на доработку, если у него сумма не изменилась, есть прикрепленные файлы, и там модель бюджета не поменялась, или любые другие аналитики, то есть это все убирается просто справочник. Открываем форму, нам здесь доступны все реквизиты, получается, документы, с которым мы работаем, например, там центр ответственности, да, что центр ответственности равен, тоже можно выбрать выражение или формула от документа архив и его центру ответственности, да, что он не изменился. Соответственно, это все работает через «и», то есть эти условия, если выполняются, тогда отметку выполнения мы ставим согласован, исполнителя ставим определенного, ставим флаг автовизирования и пишем комментарий определенный, да, то есть можно здесь написать, например, там выполнено автовизирование. Да, то есть в таких же точно случаях можно обратные условия задавать. Например, если нет прикрепленных файлов, тогда отметка, здесь можно выбрать отметку, тогда отметка на доработку и комментарий определенный, прикрепить вложенный файл. То есть таким способом можно задавать различные сценарии поведения программ. И, соответственно, нажимаем кнопочку «Записать», «Закрыть», «Записать» и, собственно, все готово. Дальше, собственно, сама заявка, когда повторно пойдет на согласование после возврата на доработку, да, соответственно, это все будет автоматически работать. Можем с вами попробовать посмотреть. Вот документ заявка на платеж. У него есть маршрут согласования. Сейчас он дошел до казначея. Здесь, видите, архивные копии создаются. И давайте мы попробуем вернем на доработку. Без комментария, просто вернем. Видите, при возврате на доработку у нас виза сбросилась обратно до сотрудника, инициатора. Ему пришло уведомление на почту. Соответственно, его задача теперь, допустим, он ничего не будет менять. Видите, прикрепленные файлы тоже присутствуют. И нажмем кнопочку «Подготовлен». Все, маршрут ушел. И посмотрим теперь лог маршрута. То есть, видите, руководитель подразделения выполнил автовизирование. Соответственно, у финансовой службы там на самом деле тоже было, только там выполнялось немножко другое условие. Собственно, все это можно посмотреть. Видите, выполнено автовизирование, тот комментарий, который мы написали. Таким образом, можно упорядочивать и автоматизировать процессы управления документами по различным сценариям.